Друзья, всем привет! В этом видео я покажу, как создать и окрасить фактурные лепестки морозника. Использовать буду проглаженный зефирный фоамиран белого или молочного цвета. Отрезаю по величине молда с запасом в 1 см с каждой стороны и с помощью губки и высушенной влажной салфетки прогреваю фоамиран на утюге. Утюг разогреваю в режиме 2-2,5 и в течение 8-10 секунд прогреваю заготовку. Делаю оттиск на молде и вырезаю по контурам, местами создавая зубчики у будущего лепестка. Окрашивание покажу на белом и на молочном лепестках. И первый способ — это тонировка масляной краской. Понадобится черный цвет и цвет маджента. Черную краску совсем чуть-чуть домешиваю в мадженту. Губкой набираю цвет и наношу от основания лепестка к внешней его части. Затем беру более темный цвет, то есть тот, где черного замешиваю больше, и тонирую только у основания, постепенно растягивая цвет к краям. Окрасила я и молочный, и белый лепесток, и отличия незаметны, поскольку темная краска перекрыла основной цвет деталей. Светло-зеленый цветок буду окрашивать полностью 225 номером масляной пастели. Набираю цвет на губку и растирающими движениями наношу на деталь. Чтобы краска легче растушевывалась, можно воспользоваться растворителем, но это не обязательно. Далее 241 номером масляной пастели окрашиваю от основания лепестка к середине, даже немного выше. Затем набираю немного 232 номер масляной пастели и легкими потирающими движениями наношу на основание лепестка, приблизительно на 1/4. Также этим цветом тонирую края в некоторых местах. Можно оставить лепестки так, и это будет полноценный светло-зеленый цветок хелибороса. Тонировку можно продолжить, и воспользуюсь я замесом черной и маджента масляной краской. Светлый цвет наношу на лепесток у края в некоторых местах. И затем более темным цветом тонирую только линию среза. Опять же, не по всему периметру цветка. Можно ли достичь этого же эффекта, если у вас нет масляной краски, а есть акриловая? Конечно, да, и замешивать будем точно так же черный и цвет маджент. При тонировке важно помнить, что густо цвет наносить нельзя, и лучше воспользоваться влажной, но не мокрой губкой. Цвет тогда ляжет мягче.
Как видите, 3 лепестка я окрасила масляной краской, а 2 акриловой. Разницу заметить сложно, ее практически нет. Ну а чтобы добавить точечки, я люблю именно акрил, поскольку он быстро высыхает и дальнейшие манипуляции с лепестками можно проводить спустя 10-15 минут. Понадобится кисть 3:0, держу ее строго перпендикулярно к детали и оставляю маленькие точечки согласно образцу. И еще один способ тонировки. На светло-зеленый лепесток, окрашивание которого я показывала в начале этого видео, у основания буду наносить масляную краску так, чтобы окрасились только прожилки. Для этого набираю на губку немного краски и легкими не надавливающими движениями тонирую верх прожилок. Тут главное не спешить и не надавливать на губку. Ну что ж, вот такое разнообразие в окрашивании лепестков я вам показала. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, комментируйте, ставьте лайки. С вами была Инна Жарая, всем пока и до новых встреч! В этом мастер-классе я покажу, как сделать листья морозника. Нам понадобится тонкий фоамиран, не зефирный. Я нашла белый фоамиран, его толщина 0,5 мм. Беру отрезок больше, чем границы молда, на 1-1,5 см. И так как мои листья будут наполовину короче, чем молд, соответственно и фоамиран беру по размеру. Далее все как обычно. Разогреваю утюг в режиме 2,5-3 и в течение 8-10 секунд прогреваю фоамиран, затем располагаю его на молде, плотно обжимая. Вырезаю листья произвольно, придерживаясь контуров, но высоту и количество зубцов регулирую по желанию, а вернее благодаря насмотренности образцов морозника. Оставляю тонкую ножку у основания листьев, так будет удобнее подклеивать проволоку и затем крепить к стеблю. Подклеиваю листья на проволоку в бумажной обмотке номер 26. Для этого утюг разогреваю в режиме 2 и клеевым стержнем промазываю проволоку. Тут же, пока клей не остыл, подклеиваю к центральной прожилке листа на 3-4 см. Маленькие листья подклеиваю таким же образом, но приблизительно на 1 см от основания. Для сборки листьев и стебля морозника не понадобится много проволоки, поэтому оставляю 1-2 см. Окрашивать буду акриловыми красками и смешиваю желтую, зеленую и немного черной. Кистью хорошо прокрашиваю лист, чтобы краска зашла во все прожилки. Также, чтобы краска распределялась легче, добавляю небольшое количество воды. И губкой снимаю излишки. То же самое делаю с изнаночной стороны.
И процедуру окрашивания провожу с лицевой стороны 3 раза, с изнаночной 2. Но если изначально вы возьмете не белый, а светло-зеленый фон, тонировать можно меньше. Не забывайте окрашивать следующим слоем после полного высыхания предыдущего. И обязательно нужно снимать губкой излишки краски. С помощью зажигалки делаю волны и изгибы на листьях. Затем замешиваю масляную краску цвета маджента и немного черной и тонирую, как показано в видео. Друзья, если это видео было интересным и познавательным для вас, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал и делитесь со своими единомышленниками, которые также любят фон-флористику, как и вы. С лицевой стороны листья покрываю акриловым лаком на водной основе и отправляю на просушку. Сегодня я соберу цветок морозника и покажу, какие бывают варианты. Первым соберу 5-лепестковый цветок, и каждому лепестку нужно задать форму. Углубляю пушечки пальцев в середину лепестка и растягиваю, образуя углубление. Края при этом растягивать нельзя. При сборке важно помнить такие нюансы. Первое. У цветка нет чаши листика, который мог бы закрыть излишки клея или другие недостатки сборки. Поэтому клея наношу немного и сильно зажимаю лепесток. Второе. Чтобы цветок легко было закрепить на стебель, не захожу на проволоку и подклеиваю только к дну серединки. Третье. Если хотите, чтобы цветок был чуть закрыт, наносите клей на бока серединки. Чем выше нанесете клей, тем более цветок будет закрытым.
Ну а чтобы равномерно распределить 5 лепестков по кругу, сначала подклеиваю 2 с небольшим расстоянием, затем напротив располагаю третий, как бы между этими двумя, и в образовавшихся пустотах четвертый и пятый. Для махрового цветка вырезаю лепестки немного уже, чем молд. Их понадобится штук 15-18. Их я окрашиваю 241 и 232 номером масляной пастели. Далее задам деталям нужную форму. Складываю их повдоль и по складке подтягиваю как бы дугой, создавая изгиб. Обратите внимание, что лепесток я складываю наружу, то есть лицевая сторона остается сверху. В некоторых случаях можно верхнюю часть лепестка выгнуть в обратную сторону. Таким образом получится немного другая форма. Собрав цветок из таких лепестков, получится махровый, но не волнистый цветок. И в начале видео я показала оба варианта. Можно также на каждом лепестке сделать волны с помощью зажигалки или утюга. И сейчас я покажу сборку именно этого цветка. При такой сборке подходят все правила, оговоренные раньше. Но так как деталей больше, я собираю цветок произвольно, соблюдая округлость и воздушность цветка. Далее в видео я покажу подробнее. И надеюсь, что вы уже поставили лайк и подписались на мой канал. Также, друзья, я буду очень благодарна за репосты. Мой 100-дневный марафон подходит к своему завершению. И появление дальнейших видео будет зависеть от количества просмотров. А ваши лайки, комментарии и репосты помогут мне об этом узнать. С вами была Инна Жарая. Вам приятного просмотра и вдохновенного творчества.
Привет, друзья! В этом видео я покажу, как креплю листья и цветок на стебель. И сделаю это двумя вариантами. Первый с помощью клеевого пистолета, но новичкам или тем, кто не любит работу с силиконовым клеем, лучше воспользоваться вторым вариантом. И второй вариант – это подклейка цветка с помощью клея секундного. В этом мастер-классе я использую стебель из зефирного фоамирана. И под этим роликом я оставлю ссылку на подробный мастер-класс. Приятного просмотра, творите с удовольствием. Кто еще не подписался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте это видео. Всем пока и до новых встреч!